В тихий апрельский день яркое солнце освещало отдаленную деревню на Камчатке. Сообщение о необычном происшествии на побережье быстро распространилось среди местных жителей. Никто из них никогда не видел такого странного и завораживающего зрелища. Там, на местном пляже, появился дикий белый медведь. Но как он здесь оказался? Эти животные обычно обитали за сотни километров на севере, в Арктике. Все началось много дней назад, когда ледяной айсберг, на котором тогда находился медведь, откололся от материка. Животное попыталось вернуться на сушу, но было уже слишком поздно. Началось приключение, которое полностью изменило жизнь этого молодого хищника. Спустя несколько недель медведь оказался в совершенно незнакомой стране, очень далеко от своего дома. Когда голодный и невероятно уставший зверь наконец причалил к берегу и добрался до деревни, его единственной мыслью была еда. Белый медведь безуспешно пытался найти хоть какое-то пропитание в этой непривычной и необыкновенно теплой местности. Он бродил вокруг, стараясь не подходить близко к деревне и к людям, которые там обитали. Бедное животное было невероятно голодное и измученное долгим путешествием. Однако огромный, но такой беззащитный зверь отчаянно нуждался в помощи и приблизился к ближайшей постройке людей, оказавшейся полицейским участком. Ослабленный и измотанный хищник лежал перед зданием с грустным и безнадежным выражением на своей морде, как будто просил о помощи. Местная полиция быстро обратила внимание на столь экзотического гостя. Большой медведь с ярким белым мехом и острыми когтями, естественно, вызывал в первую очередь страх и трепет. Осторожно подойдя поближе, полицейские рассмотрели его, но они не приближались вплотную, чтобы не вызвать гнев северного гиганта. Естественно, очевидцы были шокированы от такого зрелища. Белый медведь каким-то невероятным образом появился в их небольшой деревне. Люди не могли поверить своим глазам, но они осознали, что с животным что-то не так. Медведь, судя по всему, получил серьезную травму передней лапы. Он лежал, крепко держа ее прижатой к телу. Полицейские испытывали сострадание к животному, но не знали, как ему помочь. Они связались с местными чиновниками, ответственными за охрану дикой природы. Когда те узнали об экстренной ситуации, то сразу отправили на место специалистов. Люди позаботились о травмированной лапе медведя и сытно его накормили, а местные жители стали ласково называть медведя Умкой. Вскоре хищник стал настоящей знаменитостью во всем районе. Люди каждый день приносили ему свежую рыбу и другие деликатесы, хотя измученный медведь съедал не слишком много. Хищник явно хотел вернуться домой, и, кажется, он был очень признателен жителям за их бескорыстную помощь. Полярный хищник вскоре стал достопримечательностью, привлекая многочисленных приезжих из соседних поселений. При этом офицеры патрулировали территорию, следя, чтобы никто не подходил слишком близко к животному, раздумывая при этом, что же с ним делать. В итоге эксперты пришли к выводу, что Умке необходимо вернуться в естественную среду обитания как можно скорее. Но как осуществить эту непростую задачу? Медведь был слишком изнурен и дезориентирован, чтобы хотя бы попытаться найти самостоятельно путь домой, с которым его разделяли километры водной глади. Как ни удивительно, глава региональной службы по охране дикой природы объяснил, что случаи, подобные происшествию с Умкой, не такая уж и редкость. Белых медведей часто уносят на льдинах далеко от их привычного места обитания, когда очередная льдина откалывается от материка. Очевидно, что Умка не выжил бы без помощи людей, которые решили во что бы то ни стало его спасти. Местные чиновники выделили вертолет для возвращения хищника домой, а для его транспортировки была создана большая крепкая клетка. Ветеринары в очередной раз осмотрели хищника,
накормили его и усыпили, после чего специальная бригада занесла животное в вертолет. Местные жители провожали необычного гостя бурными аплодисментами. Вот только в полете случилась непредвиденная ситуация, когда полярный хищник внезапно очнулся. Если бы медведь запаниковал и начал трясти клетку, то все могло бы закончиться очень плачевно. К счастью, животное, похоже, понимало, что ему хотят помочь, и спокойно смотрела на окружающих его людей. В итоге команда добралась до пункта назначения и успешно вернула огромного хищника в его родную среду обитания, который за время своего необычного путешествия смог обрести много новых друзей среди неравнодушных людей. На прощание медведь поклонился в знак благодарности своим спасителям. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.